Всех приветствую на моем канале, меня зовут Костя. Это наше путешествие на остров Кющу, где я хочу вас познакомить с популярными местами, которыми знаменит остров. Как и вся Япония, Кющу очень разнообразен. В этом путешествии мы посетим ад Беппо. Это долина гейзеров в городе Беппо. Также мы посетим ущелье Такачихо, знаменитый своими водопадами и высокими скалами. Добирались мы до Кющу на пароме Sunflower. Это, наверное, самый удобный способ, как можно добраться до Кющу из Осаки. Рейс ночной, поэтому с утра вы уже будете на месте. Паром позиционируется как круизный лайнер, и на нем есть и кинотеатр, и магазины, и даже онсен. Онсен считается такой показанием статуса. Если в отеле или на пароме есть онсен, то это считается очень круто. Там большой онсен, в общем, туда можно запихнуть человек 15 одновременно. Это такой бассейн теплый, в общем, банный комплекс, можно сказать. Как я могу оставить вас без обзора гальюна? Это будет незаконно. Конечно же, вот он. На 500 человек, на уровне отеля, чистенький, все, что нужно есть. Все на уровне, как и должно быть в Японии. Восход солнца для японцев это вообще отдельный ритуал. Тем более, когда они в путешествии. Да и мы себе не смогли отказать в такой красоте. Даже если нам пришлось встать в 5 утра для этого. Так, у нас завтрак туриста, блин. Так, это что у нас? А, ты в такую ложечку? Кукурузная каша, йогурт с консервированными фруктами и чуть-чуть хлопушков. Вон Потом та салат. неизвестная салат. Это вот этот. Вот это всякая кислятина, ну типа соленья, Понятно. котлеты, а это самое японское, что ни на есть, натто. Так, у меня тоже водоросли, котлеты и рыбьи потроха. Это тунец, скорее всего. Да, яйца и тоже кукурузная. Почти румынский суп. Почти, но нет. Ну ладно, мамалыга будет каша будет. Вот там даже рыба, кусок рыбы. И обязательно рис. Ну все. Еще это обычно палками кушается. Все Да, даже суп мамалыгу. Даже палками. Ладно, начинаем. Ложки нету. Ложки нету, да. Все, у нас почти 8 часов утра. Мы приехали на Кющу, именно город Беппо. Необычно было увидеть в порту Беппо вертолетоносец Хьюго. Это современный японский вертолетоносец. Скорее всего, он просто зашел на учение сюда. Если вы встретите его, то на нем есть экскурсия. Парилок? Ага. Прикинь, и вот и вся Беппо, вся такая. Оно по дороге, вот эти вот гейзеры, которые там, это вот все вот так вот парит. Че, прям жарко? Прям пар? А, и пахнет тухлятиной какой-то. Да. Да, пахнет отменно. Отменно. Ну, знаешь, такие, когда десяток яиц сваришь вот в кастрюльке, и вот запах. Следующий гейзер это Онишибодзу Джигоку, грязевой ад лысой головы монаха, так он переводится. О, комната грязи. Ну, она теплая такая, в ней можно свариться. Да. А там даже должно быть где-то написано. Что не суйте руки, ноги? Да. Все, фонтанчики, здания. Но это просто то, что пролазить нельзя. Хейронайде. Но оно бурлит прям. Туда лучше, конечно, да, не суваться. Это очень старый гейзер. Вы только можете представить, что первое упоминание о нем было в 733 году. Это сколько лет-то прошло? Там вон можно ноги сунуть. Там примерно водичка 30 градусов. И для желающих, для китайцев, вот, они обожают вот эти всякие штуки, верещат, прям здесь ходят.
И всего лишь за 400 рублев японских можно все это увидеть и пошататься здесь. Ну, водичка 30 градусов, да, примерно? Да. И что, она это, прям минеральная какая-то? А кто пробовал? Нет, я как раз думала, нормально ли. Солененькая вода? Она скользкая чуть-чуть. А, Ну, короче, ногами чувствуется, что она не просто водичка, а что-то там есть. щелочь какая-то. Наверное. Щелочь, да. Самые жаркие месяцы в Японии – это сезон цикад. Они живут под землей примерно 6-7 лет, грызут корни, потом вылезают и оставляют вот такую вот оболочку и орут так, что себя иногда можно не слышать. О, интересные соломенные крыши даже делают. У них есть даже мастера, которые умеют до сих пор делать соломенные крыши. Прям как будинки украинские. Ничем не отличается. Интересно. Даже здесь все парит и пахнет. А вон там готовят вот это вот на 98 градусов. А- И вон продают. А что там готовят? Какие-то куски теста. Типа мочи типа делают какие-то? Да, похоже на какие-то мочи. Да, это мочи. А там их... Интересно, а они этот... Вкус не появляется вот это вот сероводорода у них? А я же готовила, так ходила. Да? Есть специальное здесь, ну, типа кафе, где О, можно прийти прям самому вообще готовить. изо всех сил. Да, запах. Угу. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, для туристов пойдет. О, вот здесь, конечно, уже парит изо всех сил. Ну, выглядит, да, выглядит, конечно, это очень даже тепло. Данный гейзер называется Умиджигоку, или переводится как морской ад, из-за поднимающегося пара и температуры под 90 градусов. Плавать в нем, конечно же, опять не получится. О, все горячее. Эти горячие перила, все горячее. Растениям, конечно, тут не позавидуешь. И еще один из самых интересных тоже красный онсен. Весь парит. Надо там, где самое парилово, надо туда руку сунуть. И будет понятно. Если рука красная будет, то, скорее всего, натуральная красная. Парилка. Вот, Абунай, вот самое, наверное, самое классное место это здесь. Вот, там, где пшикает, вот туда надо суваться. Интересно, что такое красное? Скорее всего, какой-то оксид алюминия. Надо взять анализ. Зачерпнуть рукой, посмотреть. Так, здесь загадывать что-то полезное надо. Что можно полезное загадать? Твои желания. Их можно не озвучивать. Их нужно не озвучивать. Это все предрассудки. Да. Так, надо попасть в него, да, в красный? Да. Блин, ну это сложно. Навряд ли попаду. Ну ты мазила. Улетела дальше. А я хочу N1. Ну, почти. Ну ладно. Мам, Накидали десятки, пятерки. пятихаток Иены. нету, да? А моя копейка туда улетела. И не одна только моя, там другие еще валяются. Тоже. Все Абунай. Тачи и рекинчи везде. Не заходите, опасность. О, это у нас банановые пальмы, что ли? Ущелье Такачихо, находящееся в самом центре острова Кющу, было сформировано под действием активности вулкана Асо. Со временем здесь появилась река Минай и 12-метровый водопад Гукасагава. Для японцев это место является священным ущельем. Первые записи датируются 1200 лет назад.
Если говорить, что это ущелье, это действительно ущелье. А вон и ребята внизу на лодке. Куда, конечно, без карпов. Обязательно должно быть озерцо с карпами. И утки. Как они тут живут с китайцами? Наверное, китайцы уже заманали их. Но они тут прям жирные. Даже вон какой-то осетрища тут пается. Ну а дальше мы позволили себе поехать на море, ведь Кюшю является столицей японского серфинга. Это городской пляж города Хьюга. Это, опять же, недалеко от Миядзаки, но это облагороженный пляж. Здесь есть бесплатная парковка, в общем, и пляж, за которым следят. И палатки, и флажки. Это, получается, люди, которые следят, чтобы за байки люди не заплывали. Также есть и место, где можно переодеться и помыться. Это стоит 100 йен всего лишь. Сюда на эти скалы не пускают. Только в зоне буйков разрешают вон те ребята с флажками. Конечно, красиво, но опасно. Ребята никого не пускают, сразу начинают свистеть, только за буйки зайдешь. Так что ребята за всем следят. Но пляж классный. И завершающей точкой нашего путешествия стал город Фукуока. Кстати, в Японии распространены и просто прокатные велики. И, к сожалению, есть и самокаты. Но самокаты не так часто видны, как просто обычные велики. Наверное, 70% это люди ездят на... Если берут прокат, то обычно берут велики. И совсем немножко берут самокаты. Обязательно в Кумамото что должно продаваться? Целая куча всего с кумамоном. Просто игрушки, кошелечки и большие штуки, и большие сумки. Все с кумамоном. Да. Всё. Кстати, очень распространены вот эти вот вырезалки из всего. Да, вот эти у нас тоже осаки такие Ну, это продаются. типа выдавливаешь и собираешь. Да, конструкцию. склеиваешь, красишь. Очень хрупкие. И с Кумамото всякая еда. Это умияги, подарки для друзей. Если едешь куда-то в другую префектуру, обязательно надо купить подарки На работу. на работу, да. Вот вечером, как будем уезжать, тоже надо будет купить. Интересно, это считается живодерством или нет? Ну, это рыбка. Ну, рыбки, ну все равно. А рыбу можно ловить, А ты сколько поймаешь, ты потом домой относишь, ты можешь в аквариум, короче, запихать. если у тебя есть аквариум. Да. И вот, можешь их оставить. Ну, у них, смотри, обычно же там бумажные идут эти на кружке. Да. Ну, типа специально для детей, чтобы обидно не было, не такие они бумажные. помощнее сделали. Видишь, вот порвалась. Ага, То все. есть она не сразу рвется. Ну да, долго мочишь и все, ограничения есть. Пока не порвется, да, ты можешь ловить Ну, сколько. это вот это старое японское, я не знаю, очень давно они вот этой штукой занимаются. Да, вот чувачок захотел жуков половить, а другой чувачок, Ага. ну что они грустят очень сильно, обижаются, что салфеточка рвется, это разочарование в жизни. Чувак, это взросление. На этом наше путешествие заканчивается, и мы возвращаемся домой в Осаку. Буду рад вашим подпискам и подобайкам. До встречи в следующих путешествиях.